Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов. Кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. Вечером 5 марта в округе Мейджор в штате Оклахома мощный торнадо обрушился на окрестности города Фэрвью. Разрушительная воронка сформировалась в составе быстро движущейся суперячейки, которая пересекла северо-западную часть штата в условиях экстремальной атмосферной нестабильности. Основной удар стихии пришелся на сельскую местность к востоку от Фэрвью, где торнадо практически полностью уничтожил несколько жилых домов и фермерских построек, превратив их в груды обломков. По данным местных властей и офиса шерифа округа Мейджор, жертвами стали жители одного из частных домовладений, которые не успели вовремя добраться до подземного убежища. Спасательные службы и волонтеры всю ночь разбирали завалы в поисках выживших. В самом городе Фэрвью зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач и повреждения крыш, однако основные разрушения локализованы вдоль узкого пути следования воронки. Губернатор Оклахомы выразил соболезнования семьям погибших и объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в округе для оперативного выделения средств на восстановление инфраструктуры. Метеорологи предупреждают, что сезон штормов в аллее торнадо в этом году начался необычайно агрессивно и призывают жителей сохранять бдительность, так как риск возникновения новых суперячеек на равнинах сохраняется. В штате Луизиана ранним утром 5 марта произошло историческое сейсмическое событие. В 5 часов 30 минут по местному времени был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,9, ставший самым мощным землетрясением за всю историю инструментальных наблюдений в этом регионе. По официальным данным Геологической службы США, эпицентр располагался в центральной части штата на глубине около 10 километров, что обусловило широкую зону ощутимости колебаний. Вибрации земной поверхности отчетливо чувствовали жители Батон-Ружа, Лафайетта и Нового Орлеана. В высотных зданиях раскачивались люстры и шаталась мебель. Пробудившиеся от толчков люди массово покидали свои дома, опасаясь разрушений. Однако, по сводкам экстренных служб, серьезного ущерба городской инфраструктуре нанесено не было. Зафиксированы локальные повреждения старых построек, а также кратковременные перебои в подаче электроэнергии из-за срабатывания защитных систем на подстанциях. Губернатор Луизианы привел подразделение Национальной гвардии в состояние повышенной готовности для проведения инспекции мостов, дамб и объектов нефтегазового сектора, которые составляют основу экономики штата. Сейсмологи подчеркивают уникальность данного события, так как Луизиана традиционно считается зоной с крайне низкой сейсмической активностью, и связывают произошедшее с тектоническими процессами в осадочном бассейне Мексиканского залива. В столице Кении, городе Найроби, в ночь на 6 марта возникла серьезная паводковая ситуация, вызванная аномально мощными и продолжительными тропическими ливнями. Обильные осадки привели к переполнению дренажных систем и выходу местных рек из берегов, в результате чего значительная часть мегаполиса оказалась под водой. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в низинных районах и неформальных поселениях, таких как Кибера и Матаре, а также в жилых кварталах вдоль шоссе Момбаса и Лангата-Роук, где уровень воды на улицах достиг метровой отметки. Стихия застала многих жителей врасплох. В ночные часы сотни людей оказались заблокированы в своих домах и на крышах зданий, ожидая помощи от экстренных служб. Утром транспортное сообщение в столице было практически полностью парализовано. Затопленные участки ключевых магистралей превратились в непроходимые реки, что привело к многокилометровым заторам и многочисленным случаям поломки автомобилей, пытавшихся форсировать водные
преграды. Сообщается о значительном материальном ущербе, нанесенном частной собственности и малому бизнесу, а также о локальных отключениях электроэнергии из-за подтопления трансформаторных подстанций. Метеорологический департамент Кении предупреждает о сохранении высокой вероятности проливных дождей в центральных регионах страны в течение ближайших 48 часов. Вечером 6 марта жители северо-восточной части Калгари в провинции Альберта наблюдали вхождение в плотные слои атмосферы фрагмента космического мусора. Яркий светящийся объект, оставляющий за собой длинный шлейф из искр и распадающихся частей, медленно пересек ночное небо. По данным систем космического мониторинга и специализированных сервисов отслеживания спутников, объектом оказался деактивированный спутник связи Starlink 1723, который планово сошел с орбиты. Космический аппарат, запущенный компанией SpaceX в рамках одной из ранних миссий, вошел в атмосферу Земли над территорией Западной Канады, где начался процесс его термического разрушения. Астрономы подчеркивают, что медленная скорость движения объекта и характерное дробление на несколько светящихся точек типичны именно для сгорания искусственных спутников, в отличие от более быстрых и кратковременных вспышек природных метеоров. Большинство фрагментов Starlink 1723 полностью испарилось на высоте от 60 до 80 километров. Специалисты отмечают, что подобные события будут происходить все чаще из-за увеличения числа спутниковых группировок на низкой околоземной орбите и естественного завершения срока их эксплуатации. В округе Батлер в штате Огайо сложилась серьезная паводковая обстановка, вызванная затяжными и интенсивными ливнями, которые обрушились на регион Цинциннати. Наиболее тяжелая ситуация зафиксирована в небольшом населенном пункте Милвилл, где из-за резкого подъема уровня воды в местных притоках и дренажных каналах произошло наводнение в ночные часы. Потоки воды стремительно затопили улицы и начали проникать в жилые дома, застав многих жителей врасплох во время сна. Спасателям пришлось задействовать лодки и тяжелую технику для проведения срочной эвакуации десятков семей из затопленных кварталов. В некоторых районах Милвилла уровень воды на проезжей части сделал движение легкового транспорта невозможным. Это привело к блокировке нескольких дорог, связывающих поселения с основными магистралями штата. Для людей, лишившихся имущества или вынужденных покинуть зоны риска, власти организовали пункты временного размещения в местных школах и общественных центрах. В регионе из-за непогоды зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач, подмывы дорожного полотна и повреждения частных подвальных помещений. Официальных данных о погибших или пропавших без вести не поступало. Метеорологи предупреждают, что почва в долине реки Майами перенасыщена влагой, и хотя интенсивность осадков начала снижаться, уровень воды в низинах продержится в течение ближайших 48 часов. В приграничном районе Аль-Каим, расположенном на западе иракской провинции Анбар на границе с Сирией, прошла мощная пыльная буря. Природная стихия была вызвана резким перепадом атмосферного давления и сильными порывами ветра, которые подняли в воздух колоссальные массы песка и мелкодисперсной пыли из пустынных районов сирийского Бадия. Плотная завеса рыжего цвета накрыла город Аль-Каим и прилегающие к нему пограничные переходы, в результате чего видимость на дорогах и пала практически до нуля, что заставило власти временно приостановить движение коммерческого транспорта и патрулирование границ. Власти провинции призвали население оставаться в закрытых помещениях, так как концентрация пыли в воздухе многократно превысила предельно допустимые нормы безопасности. Буря также затронула энергетическую инфраструктуру, вызвав локальные замыкания в сетях и перебои в подаче электричества из-за налипания пыли на изоляторы. В индонезийской провинции Центральная Ява мощный оползень полностью заблокировал стратегически важный участок дороги Калиренг в округе Банджар-Негара. Инцидент случился ранним утром в среду после затяжных тропических ливней, которые дестабилизировали крутые горные склоны и вызвали сход огромных масс грунта и камней на проезжую часть.
Данная трасса является критическим транспортным узлом, соединяющим районы Педжаваран и Батур, а также служит основным подъездным путем к популярной туристической высокогорной зоне Диенг. Оползень сделал дорогу абсолютно непроходимой для всех видов транспортных средств, фактически отрезав доступ к ряду населенных пунктов и туристических объектов. Власти округа настоятельно призывают население и участников дорожного движения не пытаться пересекать пострадавший участок даже пешком, так как на склонах сохраняется высокая угроза повторных обвалов. На место происшествия стянута тяжелая инженерная техника для расчистки завалов, однако восстановительные работы осложняются продолжающимися осадками. Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты через южные перевалы, при этом время в пути может значительно увеличиться из-за сложного рельефа и возможных заторов на объездных путях. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что в пятницу продолжающееся извержение вулкана Майон в провинции Албай официально достигло своего 60-го дня непрерывной активности. Ситуация на одном из самых активных вулканов архипелага остается крайне напряженной. В течение последних суток датчики зафиксировали серию вулканических землетрясений и устойчивое дрожание почвы, свидетельствующее о постоянном движении магмы внутри системы. Визуальные наблюдения подтверждают наличие стабильных потоков раскаленной лавы, которые медленно продвигаются по глубоким оврагам на юго-восточном склоне горы, достигая длины более 3,5 километров от кратера. Периодические взрывные извержения выбрасывают в атмосферу столбы пепла и газа на высоту до 2500 метров. Это вызывает локальные пеплопады в близлежащих муниципалитетах, таких как Камалик и Гинабатан. Власти сохраняют для вулкана 3-й уровень опасности, что подразумевает высокую вероятность схода пирокластических потоков и выбросов раскаленных обломков. Специалисты подчеркивают, что текущая фаза извержения характеризуется высокой интенсивностью выбросов диоксида серы, что негативно сказывается на качестве воздуха в регионе. В нескольких регионах Алжира сложилась сложная метеорологическая обстановка, вызванная прохождением мощного грозового фронта, который принес с собой аномально интенсивные ливни и крупный град. Наиболее тяжелая ситуация зафиксирована в провинции Улет-Джилал, расположенной на стыке степных районов и пустыни Сахара, где за считанные часы выпала многомесячная норма осадков. Внезапный подъем уровня воды в местных вади привел к разрушительным наводнениям. Потоки воды, смешанные с песком и градом, ворвались в жилые кварталы и парализовали движение на ключевых дорогах, включая участки дорог, связывающие регион с Бискра и Эль-Уэдом. В самом административном центре Улет-Джилал и соседних коммунах ледяная бомбардировка градом нанесла серьезный ущерб сельхозугодиям, уничтожила посевы и повредила крыши построек. Для эвакуации людей из затопленных автомобилей и домов подразделения гражданской обороны Алжира задействовали спецтехнику. По всей провинции зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач и частичное разрушение защитных дамб вдоль русел рек. Официальные службы на данный момент не сообщали о человеческих жертвах, однако ведут активный поиск в удаленных районах. Национальное метеорологическое управление сохраняет оранжевый уровень опасности для южных и центральных регионов страны, предупреждая о сохранении атмосферной нестабильности и риске новых внезапных паводков. В ночь на 6 марта в регионе Аякучо на юго-востоке Перу в результате многочасовых экстремальных ливней в районе Айна, провинции Ламар, произошло масштабное наводнение. Критическая ситуация сложилась из-за резкого подъема уровня воды в реке Сан-Кируатто, которая вышла из берегов и стремительным потоком обрушилась на прилегающие территории. Основной удар пришелся на город Сан-Франциско. Паводковые воды, смешанные с камнями и обломками деревьев, затопили жилые кварталы, коммерческие объекты, улицы и парки.
Стихия обрушилась в ночное время и застала жителей врасплох. Это заставило муниципальные власти и подразделения гражданской обороны проводить экстренную эвакуацию жителей в условиях полной темноты и проливного дождя. По предварительным данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям, наводнение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре, зафиксированы разрушения мостовых переходов, размывы участков дорог, связывающих долину рек Апуримак, Эмы и Монтаро с остальной частью страны, а также масштабные повреждения посевов кофе и какао. Спасательные бригады работают над расчисткой русла реки и восстановлением подачи электроэнергии, которая была прервана из-за падения опор ЛЭП. Власти провинции Ламар объявили режим чрезвычайной ситуации, призывая население прибрежных зон переместиться на возвышенности, так как метеорологи предупреждают о сохранении высокой вероятности новых ливневых фронтов в предгорьях Анд в течение ближайших 48 часов. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.